Всем доброго времени суток! Вы на канале Ну что, свяжем? И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я сегодня хочу вам показать очередной узорчик вот из такой пряжи. Вот такая ниточка. Она не сильно толстая, она не сильно тоненькая. Крючок я буду сегодня использовать 3,5 миллиметра. Так, вы в свою очередь берете свою пряжу, узорчики универсальные, у вас получится из любой пряжи. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю, она совсем не сложная. Кто умеет работать со схемками, можете работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика составляет 2 петельки. Давайте я, например, наберу 15 раппортов, это получится 30 воздушных петелек. Ну, а вы набирайте, сколько вам будет необходимо. Итак, вначале делаем все как всегда, петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 30 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот мой будущий образец. Далее смотрим на схемку, повторяем. Для начала 1 воздушная петелька. Теперь отсчитываем от крючка вторую петельку. 1, 2. Во вторую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе. Столбик без накида. Шагаем в следующую петельку по порядку петельку цепочки и провязываем еще столбик без накида. Наша с вами задача вот так вот пройти всю цепочку и в каждую петельку, не пропуская, провязать по одному столбику без накида. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков у вас будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Я набрала 30 воздушных петелек, у меня будет 30 столбиков без накида. Поняли, да? И вот так вот шагаете до конца ряда. Это несложно, у вас обязательно все получится. У вас вот так, как бы такой вот полосочка. Видите? Такой червячок формируется. Все. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Несложно у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Смотрим на схемку. Дальше провязываем. Вначале 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. По порядку в следующий столбик нырнули, вытянули, нырнули, вытянули ниточку и провязываем столбик с накидом по 2 петельки. Есть. Теперь будьте внимательны. Мы с вами делаем накид и возвращаемся вот к нашему столбику, который только что провязали. Ну, так скажем, будем около него танцевать. Смотрите, повернули немножко наше вязание поудобнее, нырнули вот так вот под столбик, вытянули ниточку, протянули, держим, не провязываем. Считаем 1, накид, точно так же 2, накид, точно так же вокруг столбика 3. А вот теперь все петельки на крючке провязываем за 1 раз, оп, и обязательно зафиксируйте, чтобы наши петельки не разбежались. Вот такая бубочка у нас получается. Дальше будьте внимательны, делаем накид, пропускаем 1 столбик и в следующий провязываем столбик с накидом, полноценный столбик с накидом. Есть. Теперь точно такую же бубочку будем провязывать здесь. Давайте накид, повернули немножко вязание, нырнули под столбик, вытянули ниточку, держим на крючке, считаем 1, накид сюда же 2, накид сюда же 3. Хотите, можете делать 4, 5 и так далее, как угодно. Будет, ну, как бы более эффектно смотреться, но пряжа скушает больше. Провязали все вместе за 1 раз и обязательно зафиксируйте, чтобы петельки не разбежались. Вот что получилось. Точно так же накид, пропустили столбик, в следующий столбик нырнули, провязали столбик с накидом. И опять такую же бубочку делаем. Накид, повернули вязание и кружимся вокруг столбика. 1, сюда же 2, сюда же 3. Все вместе провязали, чтобы петельки не разбежались, их зафиксировали. Все. И вот такая красота получается. Несложно, но совсем не сложно. И вот так вот шагаете до конца ряда. Столбик пропустили, следующий столбик с накидом.
накид, танцуем около столбика. Раз, кружимся, 2 и 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Здорово и несложно, да? Давайте дальше вы до конца ряда делайте все самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите. Вот наши столбики, бубочки готовы. Все ровненько, аккуратненько. И дальше что мы делаем? Мы заканчиваем наш ряд накид. Пропустили один столбик. И вот в следующий, там где у нас была петелька подъема предыдущего ряда, мы ныряем в петельку и провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Дальше воздушная петелька, поворот. Смотрите, вначале мы провязываем вот в наш столбик верхушечку, столбик без накида. Есть. Теперь смотрите, там, где мы делали нашу бубочку, соединяли все в одну петельку, да, мы делаем столбик без накида. Дальше, вот наш столбик, около которого мы танцевали, беремся за верхушечку, провязываем столбик без накида. Теперь опять, вот наша бубочка, вот наша общая петелька, беремся за нее, столбик без накида, столбик, вокруг которого мы танцевали, да, опять за верхушечку взялись, столбик без накида. И наша с вами задача вот так вот провязывать столбики без накида до конца ряда. Несложно. Вначале за верхушечку бубочки, потом за сам столбик. Верхушечка нашей бубочки, как бы общая, да, получается петелька. И дальше столбик, вокруг которого танцевали. Все, все. И вот так вот провязывайте до конца ряда. Несложно, совсем не сложно. У вас получится. В конце ряда я вас встречу, а вы давайте самостоятельно. Так, смотрите, вот мы провязали столбики до конца ряда. Несложно. Как мы заканчиваем наш ряд? Помните, у нас здесь были 3 петельки подъема. Вот мы до третью петельку беремся и провязываем точно так же столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Дальше мы опять делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3, поворот, накид. По порядку вот в наш следующий столбик мы провязываем столбик с накидом. Есть. И теперь точно так же будем делать бубочку, танцевать около нашего столбика. Накид. Раз, накид. Сюда же за столбик 2, накид сюда же за столбик 3. Опять все вместе провязали и зафиксировали. Точно так же пропускаем один столбик и в следующий провязываем столбик с накидом и опять танцуем около него. Накид. Раз, накид, 2, накид, 3. Провязали, зафиксировали. Опять пропустили один столбик в следующий столбик с накидом. Ну, поняли, да? То есть вы провязываете точь-в-точь, как мы с вами провязывали самый первый ряд. Совсем ничего сложного. Хотите, меняете цвет. Да? Хотите, делайте вот этих петельки, накиды больше. На ваше усмотрение. Вы дизайнер. Как вы сделаете, пропустили в следующий. Как вы сделаете, так и будет супер здорово. Понятно? Все. Провязываем до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите. Вот наши бубочки очередные готовы. И как мы заканчиваем наш ряд. Точно так же, как предыдущий. Получается, мы пропускаем один столбик и в следующий, самый последний столбик провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Все ровненько, аккуратненько. Далее воздушная петелька, поворот. Вернулись в этот же столбик и провязываем столбик без накида. Теперь точно так же, как мы с вами делали. Там, где наша общая петелька, да, в нее столбик без накида. Там, где был столбик с накидом, беремся за верхушечку, провязываем столбик без накида. Опять общая петелька, столбик без накида и столбик наш с накидом, тоже столбик без накида. То есть все, как мы провязывали с вами вот в этом ряду, с нашими столбиками без накида. И вот так вот шагаете до конца ряда и провязываете весь ряд столбиками без накида. Совсем несложный ряд, у вас обязательно все получится. Давайте самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики без накида готовы. Красота, красота. И все, точно так же заканчиваем. В последние, получается, вот наши 3 петельки подъема, да, мы провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен, все ровненько, аккуратненько.
И опять повторение, опять 3 петельки подъема, и все то же самое. В следующий столбик мы провязываем столбик с накидом и опять начинаем формировать вот такие бубочки. То есть вы поняли, да? То есть сам по себе узорчик совсем-совсем несложный, представляет собой 2 ряда. В одном ряду у вас бубочки, в другом ряду у вас столбики без накида. Поняли, да? Все, вот так вот вы вяжете свой образец, сколько вам необходимо рядочков. Можете вязать, повторюсь, разными ниточками, ну, разными цветами, да. Можете вязать одним цветом, обязательно пробуйте. Можете здесь делать, как я, 3 петельки, 3 накида. Можете делать 5, 7, сколько угодно. Вот. Пробуйте, вяжите, экспериментируйте. Давайте увеличим образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что получится здорово. Всего 2 рядочка. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Очень просто. Узорчик растет очень быстро. Да, кушает пряжи, конечно, кушает. Но в копилочку ваших узорчиков забирайте себе обязательно. Узорчик двусторонний. С одной стороны, там, где вы провязывали непосредственно бубочки, он более плоский выглядит. А когда вы переворачиваете вязание и провязываете столбики без накида, с этой стороны он более выпуклый. Видите? То есть выбираете любую сторону, она у вас будет лицевая. Если из зимней пряжи, то это у вас может быть жилеточки, шарфики, снуды, да. Если это летняя пряжа, топики, маечки, летние кофточки. То есть вариантов очень-очень много. Обязательно свяжите образец своей рукой, своей плотностью вязания, своим крючком, своей пряжей. Давайте замерим. У меня получается моя пряжа 30 воздушных петелек. Это у меня выходит, смотрите, 21 сантиметр. Так, и здесь получается каждая бубочка 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10. И самый первый столбик у нас это будет 11. Так, это у меня получается, смотрите, 10 сантиметров. Здорово, здорово. Обязательно попробуйте, свяжите. А если что-то уже вязали, узорчик не новый, да, пишите нам в комментариях, что вязали, что у вас получилось, понравилось ли вам. Мы будем читать и вдохновляться. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии. Они помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Не забывайте подписываться, делиться с друзьями, с подружками, нажимать на кнопку спонсорства. Тоже заранее спасибо большое. Делитесь с подружками, с друзьями в соцсетях. Сохраняйте в свои плейлисты. Я скажу, какой пряжей я сегодня пользовалась. Смотрите, называется она у меня сегодня Alize My Baby. Если кому будет интересно. В моточке. Моточки небольшие, в 50 граммах, 150 метров. Цвет вот такой интересный серый меланжевый 21. И нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 3. Ну, я вязала 3,5. Получилось очень даже здорово. Вот. Вы, в свою очередь, берите любую пряжу. Узорчики универсальные. И вы можете связать из своей пряжи еще даже лучше и красивее, чем у меня. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.